Всем привет! Мы в эфире. Надеюсь, вы меня видите, слышите хорошо. У нас традиционный пятничный подкаст. Вы задаете вопросы в текстовом режиме, я даю на них ответы, стараюсь быть максимально полезным вам и при этом максимально откровенным. Вопросы мне будет приятно, если будут касаться управления проектами, software engineering, программирования, может быть, карьеры программиста. Все, что я могу вам рассказать, как программист программисту. Но я вижу, первый вопрос, он не о программировании, но тем не менее попытаемся на него ответить. Алексей спрашивает, точнее сначала описывает свою ситуацию. Он говорит: сейчас у меня сверхинтересная и сверхкрутая жизнь. Я кайфую. Думаю завести себе девушку. Сейчас вы в отношениях, это он ко мне обращается. Получаете ли лично вы от отношений какую-то значительную выгоду? Алексей, я думаю, что слово «значительная выгода» в данном случае плохо применимо. Если вы пойдете в парк гулять, стоит хорошая погода, красивый парк, у вас хорошее настроение, вы получаете значительную выгоду от этой прогулки? Или если вы поедете кататься на лыжах, опять же, хорошая погода, вы спускаетесь один раз, спускаетесь второй раз, какую вы значительную выгоду при этом получаете? У вас одни расходы. Вам нужно доехать, вам нужно потратиться на лыжи, вам нужно дойти до парка, вам нужно жить рядом с этим парком, вам нужно иметь время свободное для этого парка. Это все расходы. Вы получаете значительные, если слово «выгода» применять в экономическом смысле, то вы получаете значительные убытки, а не значительную выгоду. А вот удовольствие, которое вы получаете, и эмоции, которые вы получаете, это, конечно, они, конечно, значительные. Безусловно. Я думаю, что подходить к отношениям как к какой-то транзакции, как к контракту, как к деловому сотрудничеству с партнером, мне кажется, это неправильно. Это может быть современно сейчас, это может быть модно, но я как-то больше старомоден в этом вопросе, и мне кажется, что отношения – это в первую очередь любовь. Это в первую очередь некое притяжение человека к человеку, и если оно есть, то, конечно, оба человека при этом теряют в материальном плане, приобретают в эмоциональном. Каждый из этих двух людей, он вынужден о другом человеке заботиться, он вынужден тратиться на эти отношения, он вынужден иметь значительные убытки, а не значительную выгоду. Но при этом он получает, конечно, радость от того, что он гуляет по этому прекрасному парку. Так что не ищите выгоды. Я бы так посоветовал. Может быть, вам современные психологи скажут, что нет, отношения – это прежде всего партнерство, это прежде всего взаимодоверие, это прежде всего обмен чем-то полезным, это прежде всего выгода. И если этой выгоды нет, то ищите другого партнера. Я против такого рационального подхода к созданию пар. Я больше за спонтанность, за искренность, за неожиданность, за любовь, которая нежданно, нечаянно нагрянет, а не ту, которую вы запланировали и ищете, есть выгода или нет выгоды. Вы пишете: «Думаю завести себе девушку». Это же не собака, не кошка, которую можно завести. У вас она должна возникнуть чувство к человеку. Вам должно захотеться именно эту девушку, а не просто завести себе девушку. Это как-то звучит очень слишком современно для такого старомодного, как я, человека. Так, следующий вопрос. Роман спрашивает. Вы говорили, что интерес и успех в работе связан не со сменой профессии, а с углублением в ней. Также вы за создание, а не спекулирование. Стоит ли менять профессию со спекулятивной на техническую? Во многом зависит от вашего склада, от того, кем вы себя чувствуете. Вы знаете, многие люди по воспитанию, по рождению, они именно спекулянты. Им не хочется творить, созидать, им не хочется строить, им хочется жить за счет других. То ли они не умеют созидать, то ли они
не чувствуют себя способными к созидательной деятельности. А может быть, они просто воспитаны в таком в агрессивном человеконенавистническом формате, в котором все окружающее для них представляется просто источником благ и источником комфорта, но ни в коем случае не как направление, в котором они должны предоставлять кому-то комфорт. То есть люди, которые созидатели, которым хочется творить и строить что-то, это люди, которые ориентированы на удовлетворение чужих интересов, на построение комфортной жизни для других, которым нравится отдавать, и только тогда взамен получать некую благодарность. А есть люди, которые наоборот, которым хочется забирать, и они не хотят, чтобы это было в форме благодарности, они хотят отбирать у других. Знаете, есть такой эксперимент, очень старый и очень интересный. Я о нем, кстати, писал в книге своей Code Ahead. Когда в какую-то коробку поместили 6 крыс. И питание для этих крыс находилось в другой коробке. Для того, чтобы это питание получить, нужно было крысе пробраться через некий туннель во вторую коробку, взять там эту пищу и вернуться в ту коробку, из которой она вышла. То есть она не могла съесть эту пищу в той второй коробке, потому что она была то ли слишком малая, то ли неудобная. Ей необходимо было вернуться в место дислокации и только там употребить в пищу то, что она получила в соседнем боксе. Так вот, в результате этого эксперимента оказалось, что крысы делятся на 2 категории. Первые – это те, которые отправляются в путешествие, достают еду и возвращаются. А вторая категория – это те, которые отбирают еду у первой категории и съедают ее. И такое деление на добытчиков и насильников, оно сохранялось от эксперимента к эксперименту. То есть брали 6 разных крыс, и они разделялись на 2 такие более-менее равные группы. Потом этих крыс смешивали, делили их по-другому, помещали опять в коробку. То есть брали тех крыс, которые в предыдущем эксперименте были насильниками, ракетирами, захватчиками, и брали крыс, которые в такой же роли были, но в другом эксперименте. Соединяли их, и оказывалось, что кто-то, кто был захватчиком в прошлом эксперименте, становился жертвой и добытчиком в следующем эксперименте. И так они повторяли много раз и одно и то же получали, одни и те же результаты. Я думаю, что это вполне себе можно скопировать на людей. Люди тоже как-то делятся на 2 категории. Есть люди, которые хотят трудиться, хотят строить что-то, хотят приносить кому-то еду, хотят, чтобы их благодарили за то, что они сделали хорошо кому-то. А есть люди, которым комфортнее отобрать. Они не воспринимают деньги и блага, которые к ним приходят, как благодарность от людей. Они воспринимают это как дань, которую им должны отдать, потому что они сильнее, потому что они злее, потому что. То есть не ищут они транзакции, не ищут они обмена. Я вам сапоги починю, а вы меня за это накормите. Им комфортнее применить силу, и их покормят. Но сапоги чинить они не хотят. Так что если у вас склад ваш собственный такой, что вы относитесь к категории 2, то есть к категории тех, кто хочет захватывать, то вам не стоит, конечно, переходить в созидание. Вам нужно в спекуляции оставаться. Потому что спекуляция, торговля, спекуляция, всякое посредничество, это все деятельность, направленная в основном на получение от общества благ через насилие над обществом, через его эксплуатацию, через использование слабых мест в обществе. Возьмите, допустим, риэлтора, который продает квартиры. Это в чистом виде та самая крыса, которая забирала еду у крыс, которые эту еду доставали. То есть это человек, который понимает, что в обществе есть слабые стороны, он видит, что человек сам не может найти себе нужную квартиру, он не может ее купить, потому что это занимает много времени, он видит, что продать человек тоже не может, он видит, что есть разница в ценах, тот, кто платит, и тот, кто продает, между ними есть зазор, они готовы подвинуться, то есть или над ними можно осуществить определенное давление, определенное насилие. Какое? В виде несостыковки их напрямую, а через себя. И благодаря этой слабости обоих участников процесса и рынка в целом,
все эти риэлторы, все эти агенты по недвижимости, они, собственно, и наживаются на нас с вами. И, конечно, если вы им предложите созидательный труд, ну, допустим, постройте квартиру или сделайте ремонт в квартире, возьмите вот краску, возьмите кисточку, возьмите кирпичи, возьмите, постройте. Им это некомфортно, они не хотят созидать, они не хотят это делать. Не потому, что они даже не умеют, не потому, что они бездарные, а просто им комфортнее понимать, что они отбирают у других, а не обмениваются услугами и не приносят пользу, а взамен получают благодарность. Следующий вопрос. Много ли в наше время разработчиков с open source вкладами? И стоят ли такие разработчики дороже? Вы знаете, мало, к сожалению, таких разработчиков, а может быть, к счастью. Если бы таких активных open source разработчиков было бы много, то, наверное, было бы труднее быть видимым или заметным на этом рынке. А их мало, их не так уж и много. Зайдите в Google и напишите топ GitHub contributors by country. И вы попадете на рэнкинг людей. Какой-то программист сделал такой рэнкинг, и он обновляется регулярно. Зайдите туда и посмотрите списки, кто в вашей стране является топ-контрибьютором на GitHub. И вы увидите, что этот список, он короткий. Там в топе будет первые 10, может быть, 20 человек с активным уровнем контрибьюшена, а дальше будут эти люди с незначительным уровнем, незначительным объемом вклада, который они вносят в open source проекты. То есть мало людей пишет открытый код активно. Большинство занимается внутренней такой разработкой, которая не находит, не востребована, не нужна на широком рынке. Я вам рассказывал много раз, что дело в open source разработке не в том, что вас ваш начальник слишком загружает работой. Не в том, что у вас есть семья, дети и вам нужно отдыхать. Это совершенно не связаны эти две вещи. У меня тоже все это есть, я тоже отдыхаю, но во время своей основной работы, которую вам дают в офисе, вы должны понимать, что большую часть кода, который вы пишете для своего начальника, можно выложить в open source. Не специально садиться и думать, что же мне сделать в open source и где мне найти для этого время. А то, что вы делаете уже сейчас, подумайте. Почему вы это не делаете открытым кодом? Вы же делаете что-то новое. Вы же не копируете одно и то же. Конечно, если вы занимаетесь, как сейчас говорят, формошлепством, то есть вы делаете формочки одну за другой на фреймворках, и вам за это платят 5 копеек, допустим, этих людей мы исключим. Но если вы делаете что-то такое, что имеет хоть какую-то интеллектуальную наполненность, если это хоть в какой-то степени более-менее сложный процесс, то вы однозначно делаете что-то новое. А значит, это новое можно показать людям в открытом виде. Поговорите с начальством, выделите этот блок, выделите тот модуль, который является уникальным. И прекратите делать копирование, прекратите делать одно и то же. Оптимизируйте, находите в вашей работе элементы, которые могут быть полезны другим людям, и выкладывайте их в открытый доступ. И не нужно это делать в свободное время, не нужно это делать на выходных, не нужно это делать в ущерб семье и родственникам, ни в коем случае. Вы делаете в свои обычные 40 рабочих часов в неделю. Просто из этих 40 часов вы 30 должны делать open source, который ваша же компания использует. Вы не должны против это делать компании. Вы не должны делать то, что нужно только вам и только open source комьюнити. Вы делаете то, что нужно компании, но оно одновременно и нужно всем другим. А как вы думаете, появились все популярные open source проекты? Как появился, не знаю, язык Go? Как появились все Apache фреймворки? Как появился Docker? Как появились все эти open source продукты? Вы думаете, человек какой-то выделил свои выходные, сел и решил сделать что-то, что перевернет мир и поможет всем программистам? Конечно, нет. Они делали просто свою обычную работу, и в рамках этой работы что-то им казалось полезным для большего числа людей, чем только этим небольшим людям внутри их одной компании. Также появился Kubernetes, также появились, практически все open source решения появились именно так. А если у вас они не появляются, то задумайтесь, что с вами не так. И не нужно
как сказать, отговорок формата «у меня нет времени». У вас это время есть, ваши 40 рабочих часов. У вас чего-то другого нет, значит. Желания, может быть, соображения не хватает, что именно выделить. Может быть, вы не понимаете, как работает open source. Может быть, не хватает смелости, но не во времени дело. Следующий вопрос Артем задает. Как найти людей, которые хотят реализовать какой-то проект напрямую, на ранней стадии, когда до меня доходят уже прослойка на проекте из нескольких дармоедов, которые едят гигантские бюджеты в никуда. Тут у Артема с орфографией все плохо, но, видимо, мешал размер поля для ввода сообщения, поэтому попытаюсь понять ваш вопрос, Артем. Как найти людей, которые на ранней стадии хотят реализовать проект? А вы в данном случае кто? Программист или человек, у которого есть бюджет на этот проект на ранней стадии? Или вы ищете как программист место, куда прийти и там программировать на ранней стадии? Ну, вы должны понимать, что эти самые дармоеды, которые, правда, тут непонятно откуда гигантские бюджеты, обычно эти дармоеды, они дешевые. Обычно проект, который стартует, он обычно бедный, и в нем поэтому и программируют люди не особо высокого качества за не очень большие деньги. И потом получается стартап, в котором какой-то грязный код, но который уже на рынке, который уже работает. И наша задача как программистов потом это все переделывать, доделывать уже за высокие бюджеты. Уже потом мы, дармоеды второй волны, получаемся. Следующий вопрос. Как вы считаете, программист пишет программы или продукты? Как, по вашему мнению, изменится перформанс разработчика на Spring плюс Hibernate против Plain Java? Я думаю, что программист... мне кажется, что пишет программы. Я за то, чтобы продуктами занимались продакт-менеджеры. Чтобы продуктовым дизайном занимались люди, которые разбираются в продуктовом дизайне. А мы, программисты, должны разбираться в том, как сделать этот продукт стабильным, рабочим, без ошибок, надежным. Понимать продуктовую тематику, я думаю, и говорил это на прошлых выпусках, которые вы можете посмотреть в этом же формате. Я говорил, что продакт менеджмент, он слишком сложен для программиста и не нужен. Программист меняет проекты много раз за свою карьеру. И десятки раз из проекта в проект переходит. Если он будет программистом только приложений для сайтов знакомств, зачем ему? Он, конечно, разберется в том, как устроен рынок знакомств в интернете. Но потом он перейдет в проект, который связан с логистикой, доставкой товаров из города в город. Он должен опять разобраться в тематике логистики. А зачем? Это же не его профиль. Он не будет никогда хорошо разбираться в дизайне приложений для знакомств и никогда не будет хорошо разбираться в логистических процессах. Немножко будет, но я бы не советовал программисту становиться продакт-онером. Это такая... Вы будете слабым, некачественным продакт-онером и при этом будете терять навыки программирования. Лучше быть хорошим программистом. Следующий вопрос. Не пугайте людей, не путайте людей. QA не ломает код, а проверяет его на соответствие заданным требованиям. Видимо, вопрос связан с одним из наших предыдущих обсуждений. Да, мне много комментариев вы пишете насчет этих QA и тестирования. Во-первых, много раз говорил, что QA и тестирование – это разные совершенно две профессии. Если вас интересуют подробности, посмотрите, у меня на канале есть несколько докладов. Наберите по ключевому слову QA или по ключевому слову тестинг или тестер, и вы увидите, это две совершенно разные профессии – QA и тестирование. На эту тему написана не одна книга. Это не мое мнение, это не мое личное соображение. Это известный такой факт в индустрии, что люди путают одно с другим. Но сейчас тема, видимо, не об этом, а насчет того, ломаем мы программы или мы их делаем так, чтобы они работали качественно. Так вот, это важно, еще раз я повторюсь, это очень важная, фундаментальная позиция, которая должна быть понятна программистам и тестировщикам и менеджерам. При разработке продукта нам необходимо обеспечить его
качество. Нам необходимо сделать так, чтобы клиенты наши, которые им пользуются, увидели в нем как можно меньшее число дефектов. Это называется качеством. То есть измерить количество дефектов, условно, которые наши пользователи видят и нам о них сообщают за единицу времени, и мы получим критерий качества. 5 ошибок в неделю к нам приходит, например. Это одно качество. 10 ошибок в неделю к нам приходит от клиентов. Это другое качество. Дальше вопрос. Вот вы менеджер всего департамента. У вас 100 человек в подчинении. Каким образом вы сделаете так, чтобы снизить это количество? У вас есть и программисты, у вас есть и тестировщики. Как вы сделаете так, чтобы меньше стало этих дефектов? При том, что и программистов, и тестировщиков у вас одинаковое количество, и вы это количество менять не можете. У вас определенный бюджет. Если вы скажете программистам, программируйте лучше, старайтесь, чтобы не было дефектов, вы понимаете, что это слова на ветер. Они ни о чем не говорят, потому что вчера они программировали как могли, и завтра они будут программировать так же. Вы только можете их поощрить деньгами. Вы, наверное, можете им сказать, чем меньше дефектов будет приходить из продакшена, тем больше я вам дам бонус. Но это автоматически ведет к снижению продуктивности. Они просто меньше будут изменений вносить в продукт. Это же логично. Самый простой способ — это не писать без ошибок. Они не знают, как писать без ошибок. Они писали вчера, как писали. Они программисты, которые делают какое-то количество ошибок. Они не знают, как по-другому. Вот он так пишет, у него возникают ошибки. Это нормально. Деньгами это не исправить. Вы, если пообещаете им бонусы, то они будут стараться меньше релизить. Они будут стараться меньше коммитить. Они будут стараться делать менее серьезные изменения. В общем, разработка затормозится. Они будут блокировать новые change реквесты, новые фичи реквесты. Они будут откладывать их в более поздние релизы. Просто для того, чтобы снизить рисковость каждого следующего релиза. То есть это не работает. У вас есть тестировщики. Вы скажете тестировщикам, проверяй лучше. Вот как же так? Вы так проверяете, что эти ошибки попадают в продакшн. Проверяй лучше. Если там не будет ошибок в продакшене, я вам буду давать бонус. Буду платить больше. Но как тестировщику проверять лучше, чтобы в этом продакшене было меньше ошибок? Что значит проверять лучше? Он будет, опять же, стараться сделать так, чтобы, я так понимаю, как тестировщику в этом случае? Он, видимо, будет пытаться, тут мы, наверное, переходим, собственно, к основной мысли. Если мы хотим замотивировать тестировщика на то, чтобы в продакшене было меньше дефектов, то мы должны его замотивировать находить эти дефекты до попадения продукта в продакшн. Вот это, я думаю, единственный способ мотивации программиста, вернее, тестировщика. И программистов мы никак не замотивируем. Они программируют, как программируют. Вы их никаким образом, их деньгами не исправите количество багов в продакшене. Любая мотивация на снижение багов в продакшене приводит к снижению продуктивности. Все. А вот с тестировщиками что-то можно сделать. Им можно сказать, находите больше дефектов во время тестирования. Не лучше тестируйте. Не показывайте нам, что продукт готов. Потому что он и так это делал вчера. Он показывал, что продукт готов, но как ему сделать... Он вроде все 100% выполнял. Он вчера тестировал этот продукт, а потом он попал в продакшн, и в нем обнаружились баги. Что он сделал не так? Он же проверил весь функционал. Он везде нажал все необходимые кнопки. Какую-то ошибку он пропустил. Как его замотивировать на то, чтобы он ее не пропустил? Единственный правильный способ – это настроить его мозги, на то, что его работа – это сломать продукт, это доказать нам, что в нем есть ошибки. То есть сыграть роль клиента, сыграть роль конечного потребителя. Думать как потребитель, думать не как программист, думать не в позитивном ключе, а в негативном. Программист думает позитивно, он хочет сделать хорошо, он хочет построить, а тестировщик хочет сломать, он хочет найти дефекты. Чем интенсивнее он ломает, чем более он деструктивно подходит к процессу тестирования, чем больше он хочет обнаружить дефектов, тем меньше дефектов попадет на продакшн. Вот такая логика, она
в огромном количестве книг изложено по тестированию. И любой тестировщик должен это понимать. Если у вас нет этого понимания, то вы не тестировщик. Ваша задача быть максимально настроенным против программиста, что ли. Вы в нем, как сказать, в конструктивном режиме, вы с ним оппоненты. Он вам доказывает, что продукт хороший, что в продукте нет ошибок, а вы ему доказываете, что в нем ошибки есть. Но доказываете через тесты. Вы проводите тесты, вы делаете нагрузочное тестирование, вы пытаетесь сломать с той или иной стороны, вы ищете дефекты в безопасности, вы пытаетесь penetration тестинг делать, load тестинг, стресс тестинг. Все возможные способы, чтобы доказать этому программисту, что там все-таки ошибка есть. И вот на этом конфликте, на этой борьбе программиста и тестировщика и рождается качество. И вот когда они эту борьбу в какой-то момент останавливают, и менеджер, точнее, их останавливает, они никогда не останавливаются, они постоянно борются. Но менеджер в какой-то момент приходит и говорит: ребята, на этом все, на этом мы останавливаемся. Я вижу, что там осталось 23 дефекта, которые вы нашли. Я понимаю, что мы их сейчас пофиксить не можем. Мы релизим вместе с ними. И релиз уходит в продакшн, и есть задокументированные дефекты. Дальше программисты начинают фиксить эти 23 дефекта. А тестировщики продолжают ломать и пытаться показать еще дополнительные дефекты. Опять в какой-то момент приходит менеджер и смотрит, сколько у нас сейчас дефектов открыто. Сейчас у нас 12 дефектов. Нет, не 12, 120. На 120 мы релизить не будем, потому что менеджер понимает, что это слишком нестабильный продукт. Слишком хорошо работают тестеры, слишком хорошо они нам показывают, что продукт недостаточно готов к релизу. А раз это у них получается в этот момент лучше, релиз пока останавливаем. В какой-то момент у программистов будет получаться лучше показать нам, что продукт готов к релизу. В этот момент побеждают программисты, и релиз уходит на продакшн. Вот в таком постоянном конфликте этих двух сторон должна происходить разработка. Это я вам рассказал азбучную истину. Это первые страницы любой книги по тестированию. Надеюсь, я вас убедил, но вы должны это знать и так. Следующий вопрос. Влад спрашивает. Вы говорите, что... Секунду. Слишком много тут вопросов. Вы говорите, что токсичных коллег нужно игнорировать и фокусироваться на боссе, но в другом видео говорите, что нужно кусать тех, кто по горизонтали, чтобы продвинуться в карьере. Поясните. Тут две стратегии. Вы должны для себя выбрать. Вы либо... Знаете, есть такая книга по менеджменту. Я ее рекомендовал несколько раз уже. Называется что-то, то ли как быть крысой, то ли как жить с крысами, или как быть крысой. Американская книга о менеджменте. Она такая очень редкая, непопулярная, но тем не менее ее в электронном формате можно скачать. Если вам интересно, напишите, я вам под видео напишу ссылку на ее полное название. Так вот, там рассказывается о том, что у вас есть два пути. Вы либо крыса, как они это называют, либо вы вне игры. Либо вы не крыса, либо вы не играете по их вот этим крысиным правилам. Так вот, если вы крыса, то вы строите карьеру крысы, вы кусаете своих соседей, вы пытаетесь подставить своего начальника, вы обманываете свою компанию, вы ищете недостатки в работе своих коллег. То есть вы делаете все для того, чтобы по головам других подняться наверх. А это, как говорит эта книга, это единственный способ подняться вверх. Только по головам других. То есть вы станете на позицию выше только тогда, когда все, кто рядом с вами хотел на эту позицию, окажутся скомпрометированы кем-то. Видимо, вами. Лучше всего, если, конечно, не вашими руками, а кем-то другим. Но все равно у них не получится. То есть к ним доверие будет разрушено, а к вам доверие сохранится. Вот ваша задача сделать именно так. Скомпрометировать всех своих коллег, в каждом из них найти недостатки, может быть, подставить их, может быть, создать ситуацию, в которой их недостатки будут выпечены. Может быть, где-то должен упасть сервер какой-то, на который ваш коллега отправлял продукт. При этом пострадают тысячи клиентов, но это не важно. Это вот как кто-то мне рассказывал недавно, девчонка, работавшая в медсестрой. И она говорила, что у них там войны такие, тоже медсестра против медсестры. И они бывают так, что для того, чтобы подставить свою коллегу, свою медсестру, она может ей, допустим, неправильное лекарство в шприц положить.
И та уколет пациента. Пациента будет какая-нибудь там аллергия, не знаю, не дай бог, кома, что угодно. И будут, соответственно, на этого врача или на эту медсестру будут с ней разбираться, ее там или увольнять, или как-то наказывать. И она и не докажет, что в шприц-то не она налила. Она будет пытаться, конечно, это доказать. Но это такое предательство и такой сетап такой, он будет очень полезен той, кто это делал. А пострадает пациент. Какой-то пациент окажется в коме. Да и плевать на это. То есть для них, для тех, кто строит карьеру именно так, кто так является такой крысой, это эффективный путь по продвижению наверх. Очень эффективный, правильный, если вы его выбрали. Но мне, например, он не близок. Я некомфортно себя чувствую в такой стратегии. Но есть люди, которым эта стратегия прекрасно подходит. И в этой книге рассказано, что если вы уже решили идти по карьерной лестнице, то вот вы таким должны быть. Вам должно быть наплевать на то, как пострадают клиенты. Что ваш продукт будет плохой, что сервер пойдет в даунтайм получит, что пострадают сотни или тысячи клиентов, которые потеряют какие-то деньги. Неважно. Вы делаете это все для того, чтобы скомпрометировать своего коллегу, который метит на место над вами. И вы на то же место метите. И вот мы путем таких вот компрометаций, путем таких комбинаций и получаете рост своей карьеры. Это первый путь. Еще раз повторяю, это путь крысы. А есть второй путь. Путь технического роста, где вы растете как технический специалист, как такой самурай, который каждый день делает одно и то же, но делает это каждый день лучше. Вы каждый день пишете более качественный софт, вы каждый день создаете новые продукты, улучшаете те продукты, которые делали, только с новым уровнем ответственности, с новым уровнем технической подготовки. То есть вы постоянно в постоянном саморазвитии, в росте самостоятельном и в совершенствовании. Вы получаете от этого личное удовольствие и помогаете людям вокруг себя. Вы приносите пользу обществу. Да, при этом крысы вас обгоняют в карьерном росте, но вам это наплевать на это. Потому что вы понимаете, как они это делают. Я вам только что рассказал. Вы стоите в стороне от этого движения, от этой крысиной возни. У вас своя игра, вы занимаетесь своим. У вас путь самурая. Вот как у самурая путь, который он идет по этому пути, и он наслаждается тем, что каждый день он совершенствует свое умение владеть мечом. Например. Так вот, здесь вы спрашиваете, как же правильно? Это два разных пути. Вы можете либо кусаться со своими коллегами, либо игнорировать эту всю возню и просто работать на цели и задачи компании, которые перед вами поставлены. Так, идем дальше. Тут я не понял про Team Lead iOS. Я Team Lead iOS. И есть блок от менеджмента по внедрению процесса разработки от нашего отдела. Хотя тут я не понимаю, в чем вопрос. Идем дальше. Чтобы не писать один и тот же код, люди придумали фреймворки типа Spring для упрощения разработки, минимизируя необходимость вручную управлять сложными аспектами, для чего придумывать колесо. Это опять, видимо, в мой огород камень из-за того, что я говорю, что Spring это плохое решение. Вы знаете, опять есть два пути. Первый путь – это путь человека, который работает и потому что ему нужно зарабатывать деньги, и его настоящая жизнь проходит за рамками офиса. Когда он закрывает компьютер, тогда начинается его настоящая жизнь. Для этого человека и придуман Spring Framework. И это прекрасный инструмент. И этим инструментом, безусловно, такие люди пользуются, и таких людей, видимо, большинство. Это люди, которым их работа большого удовольствия не доставляет. А есть другие люди, которым, наверное, я надеюсь, что это те люди, которые слушают этот подкаст. И этим людям хотелось бы получать удовольствие от своей работы. Хотелось бы, чтобы их жизнь начиналась, когда они открывают компьютер. И вот для этих людей, конечно, Spring это смертельный номер, который их только раздражает. Меня, по крайней мере, это так. Вот такие фреймворки такого дизайна и такого стиля, они меня
И это Spring не единственный. Есть еще Hadoop, например, я тоже им пользовался когда-то, и у меня были еще более яркие эмоции от опыта работы с Hadoop. Это тоже какой-то кошмар. Тоже придуманный вот как-то так, чтобы вот этих людей первого типа рассадить по рабочим местам и дать им в руки лопаты, и чтобы они копали вот с 9 утра и до 6, и у них максимально хорошо это получалось, понимая при этом, что они люто ненавидят эту деятельность. Но нужно же им что-то дать, чтобы они при этой всей ненависти к своей деятельности все-таки что-то конструктивное создали. И вот мы им дадим фреймворки, в которых интеллект используется меньше, а руки больше. Но надеюсь, что вы все-таки из другой категории. Так, следующий вопрос. Смотрю ваши лекции по SQM. Толком ни одной метрики за последние 20 лет. Как думаете, почему программисты скурвились? Действительно, метрик за последние 20 лет каких-то интересных, ну, кроме Cognitive Complexity, она была придумана буквально 5 лет назад, так каких-то интересных метрик действительно мало. И я вам говорил, по-моему, на прошлом подкасте, что и книг-то мало пишется. И книг мало, и инноваций мало, таких ярких в области софтвер-инжиниринга. Искусственный интеллект, да, он развивается стремительно, но в области именно программирования, в области дисциплины программирования, в области менеджмента программирования все случилось 20 лет назад и перестало случаться после этого. Может быть, 15 лет назад. Вот интересные книги, самые интересные, были написаны до 2000, может быть, ну точно до 2010 года, а скорее всего до 2005. А все после этого это уже какие-то, ну такие, ну просто такие легкие мазки, легкое уточнение. То здесь, то там. Но фундаментально все сказали уже. И это, конечно, грустно, потому что мы, получается, вы, если вы молодые люди, то вы живете во время, когда уже вот что-то такое серьезное уже придумывать закончили. Что с этим делать, не знаю. Почему? Вот вы у меня спрашиваете, как я думаю, почему так случилось. Может быть, ну, одну версию выдвину. Может быть, это потому, что профессия просто превратилась в такую, ну, в ремесло. Наша профессия программиста превратилась в ремесло. И поэтому в ней большинство участников – это ремесленники. И от них ожидать инноваций уже и не приходится. То есть героев нет среди программистов больше. А 20 лет или 30 лет назад они были, потому что там только герои были. 50 лет назад там вообще были одни герои. Там были люди, которые делали то, чего не делал никто, и при этом их все презирали за это. Над ними смеялись. Ну, вы, может быть, не застали это, но и когда я был в школе, например, школьником, то слово «программист» звучало смешно. Это было, ну, забавно видеть, что какой-то человек, какой-то студент или школьник программированием увлекается. Всем хотелось быть экономистами, юристами, может быть, строителями, может быть, риэлторами, может быть, космонавтами, но никак не программистами. Это была очень необычная профессия, необычная деятельность. И тогда там были действительно герои, которые хотели и могли, и стремились к действиям таким радикального толка. Новые методики, новые языки программирования, новые принципы программирования, объектно-ориентированное программирование. Сколько вы знаете за последние 20 лет новых принципов программирования такой же сложности или такой же фундаментальности, как функциональное программирование, или объектно-ориентированное, или логическое программирование, или какие-нибудь такие концепции в программировании? По большому. Их нет. Но тогда люди были смелее, потому что они были в меньшинстве, а значит, они были такого больше героизма у них было. Сейчас это просто программист, это как водитель такси, как
как, не знаю, продавец в пятерочке, только с большим доходом по странному стечению обстоятельств. Мне кажется, у нас должны быть одинаковые уровни дохода и у программиста в пятерочке, и у кассира в пятерочке. Это две примерно одинаковых профессии уже сейчас. Особенно если там Spring Framework, и особенно если там Java. Ну и как вы ждете от этих людей чего-то интересного? Так, вопрос следующий. Интересно, я попытаюсь понять его смысл. Сотрудник сел на ваше место и не хочет вставать, и ваша команда вас видит, ваши действия как руководителя. Ну, это интересная ситуация. То есть, такой получается, как бы в офисе происходит такой некая грубость такая, да, хамство со стороны сотрудника, и вам нужно что-то с этим хамством делать. Ну, наверное, самый лучший инструмент против хамства – это, конечно, юмор. Когда вам хамят, вам нужно вместо хамства встречного, которого от вас ждут, вам нужно шутить. Хам идет на хамство, потому что ему этот формат выяснения отношений и формат доминирования над другим человеком комфортен. Он к нему привык, он его понимает, он хочет, чтобы вы с ним стали воевать его оружием. Оно для него удобно. Вам нужно выбирать другое оружие. Если вы, конечно, тоже не хам, потому что если вы тоже комфортно себя чувствуете в хамстве, то нужно, конечно, закричать на него, и лучше матом, и тогда он встанет, наверное, и уйдет. А может быть нет, может быть он на вас тоже закричит, может быть у вас начнется перепалка словесная, может быть у вас даже драка будет, потасовка. Это все вполне возможно, если вам этот формат комфортен, то идите в эту сторону и, конечно, воюйте, кричите, бросить в него можно чем-нибудь. В общем, вступить в единоборство. Но если вам этот комфорт, этот формат не ваш, и вам это не нравится, то лучше пошутить. Ну, как-то, например, сесть рядом и сказать: господин начальник, чего изволите, может быть, чайку сделать. Ну и будет смешно, все посмеются, все поймут, что вас это не задело, все поймут, что вы спокойно относитесь к такому формату, значит, атак на вас, что вас это никак не волнует, и вы сильнее, чем эта ситуация. Если вы сможете так. Конечно, это тяжело, и не всегда юмор можно подобрать. Ну, вот так. Ну, и, конечно, потом нужно отомстить, естественно. Ну, в идеале. Если у вас, опять же, хватит для этого памяти, как говорил Жванецкий, у него главная проблема, он говорил, что я не злопамятный. То есть я забываю. Меня обидели, потом проходит месяц-два, и этот человек снова приходит ко мне, и я уже не помню, что он мне сделал. Вот у меня есть такая же проблема. Я могу через время совсем забыть, что этот человек, как он себя вел и что он делал, и проходит, и я снова с ним готов общаться, я снова готов ему помогать, а потом вспоминаю, да что ж ты второй раз-то наступаешь на эти грабли. Ну вот нужно вырабатывать в себе такую злопамятность, если вы хотите в офисе побеждать, то становитесь злопамятным и ищите, как отомстить. Вот он сейчас вам нахамил, ну не знаю, снижайте ему зарплату, делайте ему неудобные условия работы, создавайте для него какие-то требования завышенные. В общем, выживайте его из коллектива, пытайтесь ему устроить тяжелую, токсичную атмосферу. Но все это мне чисто некомфортно, мне этим заниматься не нравится. Я бы рекомендовал переходить на юмор и, опять же, игнорировать такое поведение. Максимально стараться закрывать глаза на то, что вы видите. Вы не победите хама, вы не победите людей, которые вот такие токсичные по своему складу, по своему такому психоэмоциональной структуре. Они хотят кусаться, они хотят конфликта, они хотят делать жизнь другому невыносимой. Они получают удовольствие от этого. Есть такие люди, их, к сожалению, много, которым нравится делать другому неприятно. А есть люди наоборот, которым некомфортно, когда они кому-то сделали неприятно, когда они кому-то доставили дискомфорт. Вот две такие категории людей. И когда вы сталкиваетесь с первой категорией, а вы находитесь во второй, то, конечно, это очень неприятно. Ну, отворачивайтесь, смотрите в другую сторону. Я думаю, что я не помог вам ответом, но, тем не менее, что-то сказал.
Так, следующий вопрос. Тут я не понял. Попробуйте сформулировать что-нибудь с вопросительным знаком. Дальше читаю. Павел спрашивает. Егор, а как ты разговариваешь с работником, если он работает на троечку? То есть вроде он и выполнил работу, но небрежно. Как заставить такого незаинтересованного человека выполнять работу лучше? Ну, я уже говорил, что есть люди, которые не хотят, есть люди, которые не могут. И это две категории людей. Если эти категории пересекаются, и получается такой overlapping, и вы имеете дело с человеком, который и не хочет, и не может, то нужно от него избавляться, разговаривать с ним не имеет смысла. Но если вы видите человек, что он выполнил работу небрежно, значит мы, видимо, имеем дело с человеком, который не хочет. Раз он небрежно, значит он мог сделать качественно, но по какой-то причине сделал небрежно. Что с ним можно сделать? Ну, я думаю, что мое такое мнение, я его отстаивать готов, что людей мотивирует соревнование. Я на это делаю всегда ставку. Человеку нравится быть лучше других. Ну, амбициозному человеку. А я люблю работать с такими людьми. Человеку хочется быть лучше своего соседа, быть лучше большинства, быть выделенным, быть, какой-то победой человек хочет. И ваша задача как руководителя организовать такое соревнование. Каким угодно способом. Если он выполнил небрежно, и это приведет его к низкому рейтингу, к низкой позиции на табло, и ему при этом все равно, что так случилось, избавляйтесь от него. Значит, он человек, которого не мотивирует его дух соревновательный. У него нет амбиций на то, чтобы быть лучше другим. Я бы от такого человека избавлялся. Но таких людей мало, в моей практике. Большинство людей все-таки хочет быть на первых позициях в таблице. Не все могут, это да. Не все, если вы нарисуете в офисе таблицу сотрудников и в ней будет 20 человек, то у вас, конечно, внизу окажутся какие-то там несколько человек и в самом низу, и посмотрите на их поведение. Кто-то из них пойдет вверх, кто-то из них начнет стараться и будет двигаться к середине таблицы, а кто-то останется внизу и будет в этом низу находиться достаточно долго. И вот на этих людей обращайте внимание. Это либо люди, которым неинтересна соревновательная вообще механика и динамика, просто их отправьте искать другую компанию. А есть люди, у которых не будет получаться. Он-то бы и рад, но он не может. Вот им нужно помогать. Вопрос, конечно, главный, который вы, скорее всего, сейчас начнете писать, задавать его, как организовать это соревнование, как это табло повесить на стенку, какую позицию какой программист должен занять, как решить. Это задача менеджера. Это именно то, что вы должны делать как тимлид. Не тимбилдинги им организовывать. Не сидеть рядом с ними и воодушевлять их. Не читать книжки и смотреть ролики на YouTube о leadership. Это все забудьте. Вы должны сфокусироваться на своем главном вопросе. Как мне измерить продуктивность каждого человека и как мне организовать между ними соревнования. Вы как тренер должны выступать, как в любой спортивной команде. Тренер озабочен этим главным вопросом. Как мне так правильно объяснить этому футболисту, что он играет хуже, чем этот футболист? И как ему дать понять, что ему нужно исправить, чтобы играть лучше, чем вот этот футболист? И сделать это таким образом, чтобы это было не в формате субъективного давления психологического. Просто ты плохой, ты плохо играешь, уходи из команды, или просто ты сегодня играл плохо. А объективно его оценить, сказать, что ты сделал сегодня 23 ошибки, из них 12 таких-то, а 7 таких-то, а остальные такие-то. А в прошлый раз ты сделал 25 ошибок, значит ты стал лучше. А в следующий раз ты сделаешь 12 ошибок, значит ты стал еще лучше. И он должен эти все ошибки понимать, он должен понимать, как их считают эти ошибки. Вот ваша задача научиться считать достижения, промахи, свести все в одну таблицу, в одну единую объективную таблицу. И тогда вопросы типа того, который вы мне задаете, Павел, они у вас отпадут.
у вас он останется, конечно, вопрос. Останутся люди, которые делают на троечку. Но так они будут в конце таблицы. Вы тогда придете ко мне и зададите другой вопрос. Вы спросите, что мне делать с людьми, которые находятся внизу таблицы уже 3-й месяц подряд. Ну, я думаю, это вопрос тривиальный. Вы сами на него сможете найти ответ. Ну, что делать? Ну, уволить их или сказать, вот вам еще полгода на исправление. Если не подниметесь вверх, то мы с вами расстанемся. Все. Там разговор короткий, как любой тренер в футбольной команде. Он же не будет задаваться вопросом, что мне делать с футболистом, который на троечку сегодня играл. Плохой тренер задает такой вопрос. А хороший тренер ранжирует их всех и дальше просто последнего выгоняет, каждые 3 месяца выгоняет последнего. Я рассказывал, по-моему, о такой механике, что она достаточно такая жестокая, но она вполне себе могла бы иметь место во многих командах. Вы строите этот рэнкинг, вы выстраиваете людей по их продуктивности, обновляя это табло каждые несколько дней, и сообщаете всем, что последний в этом списке к концу года, например, или к концу квартала будет уволен, а первый получит повышение к зарплате 20%. И так будет каждый квартал. Мы каждый квартал будем нижнего отсекать. Ну вот такая у нас жестокая, нечеловеколюбивая, можно так сказать, могут так сказать некоторые. Но в моем понимании, в моем мире это как раз человеколюбивая формула, потому что вы таким образом однозначно, ярко, явно даете понять всем участникам команды, что вы умеете видеть достоинства и недостатки. Вам это важно. Вам важно его отношение. Вам важно, чтобы он сделал не на троечку. И вы прикладываете все усилия для того, чтобы это выкристаллизовать, его достижения. Убрать субъективность из менеджмента, оставить только объективность. Вот если вы сможете, я где-то говорил, по-моему, даже в книге, в Code Ahead, я говорил, что если вы менеджер, который сможет на стене в офисе повесить зарплаты всех сотрудников своих, кто сколько получил денег в конце каждого месяца, вот это и есть идеальный менеджер. Сможет повесить эти цифры, сможет их огласить, сможет их обновлять каждый месяц и при этом удерживать команду в состоянии жизнеспособном, чтобы люди просто не разбежались. Вот если вы сможете так сделать, это и есть признак профессионального менеджера. Потому что непрофессиональные менеджеры боятся эту информацию показать, потому что они знают, что это все субъективщина, что эти все цифры ничем не обоснованы. И что он не сможет смотреть в глаза человеку, который подойдет к нему, станет рядом с этой таблицей и спросит, а почему у Васи-то больше на 30%, чем у меня? Я-то знаю, что он ни черта не делает. И вот на этот вопрос ответа нет у менеджера. А у профессионального менеджера есть ответ на этот вопрос. Он говорит, Вася получает в 2 раза больше, чем ты, потому что вот твои метрики, а вот метрики Васи. Все. И эти метрики объективные. Мы их вырабатывали много лет. Мы инвестировали в эту методику все наше время. И мы уверены, что эти метрики правильные. А теперь по этим метрикам мы платим тебе в 2 раза меньше, чем Васе. Все. Не хочешь — увольняйся. Мы найдем на рынке такого человека, который под эти метрики с удовольствием подойдет. И мы готовы к ротации команды, мы готовы к увольнениям, но мы уверены, что эти метрики объективны. И вот если менеджер так может сделать, то это, конечно, очень сильный, очень грамотный, очень профессиональный менеджер. Так, следующий вопрос. Спрашивают нас, как вы в Huawei проводите собеседование с кандидатами на младшие позиции? Схожа ли модель найма российских бигтехов и фанг с китайскими компаниями? Ну, похоже, да. Huawei и вообще китайские компании много копируют, по-хорошему копируют от американского менеджмента, от российского менеджмента. Что я не могу сказать, что я большой фанат этого вот процесса, стандартного процесса интервьюирования и найма кандидатов, но в Huawei вполне себе стандартная схема. Мы стараемся делать одно интервью, второе интервью, третье интервью, техническое интервью, несколько интервью проходит, потом человека берут. Но я бы лично, если у меня есть возможность, то я стараюсь укорачивать этот процесс. Мне кажется, что джуниор-программисты, начинающие совсем ранние кандидаты, они себя на интервью показывают очень часто плохо,
при этом будучи вполне себе талантливыми потенциальными программистами, потенциально талантливыми. И также есть люди, которые показывают себя хорошо на интервью, а потом с ними совершенно невозможно работать. И у меня таких случаев очень много было. И первого сорта, и второго сорта. И поэтому я пришел к выводу, что эти все интервью, они ничего не дают. Нужно смотреть человека в деле. Нужно смотреть, как он, либо он способен работать, либо он и хочет, и может, либо он хочет, но не может, либо может, но не хочет. Но все это можно понять только потом. Я не могу это понять на интервью. Я видел таких талантов на интервью. Так поют соловьем, так рассказывают о себе. Они такие замечательные, они и там победили, и там он в олимпиадах участвовал, и там он суперпроекты делал, и там. А даешь ему 2-3 задачи, и он не может справиться. Не хочет, не может, ему лень, он требует помощи. Что-то такое происходит. И с ним не получается работать. А бывает, человек приходит и говорит, нет у него никаких особых достижений, он просто закончил, студентом был, программировал он. У меня такие люди есть, и были в команде, и есть в команде, и совершенно непонятно, это темная лошадка. И я бы давал шанс людям, особенно джуниорам. Я бы не давал шанса синьорам. Вот я говорил это и говорю еще раз, что джуниор-программист для меня это человек, к которому я готов идти навстречу. Я готов ему дать больше, я готов в него поверить, я готов его взять. При отсутствии опыта, при незнании языков программирования, которые мне нужны, я готов давать шанс. А если ко мне приходит 40-летний программист и заявляет, что он senior-девелопер, вот тут он натыкается на совершенно обратное отношение. Тут я к нему уже значительно строже, чем любые другие интервьюеры. Я у него спрашиваю, вы чем 20 лет подряд занимались? Вот вам сейчас 40 лет. Вы что-то сделали за эти 20 лет? Что-то такое, что можно сказать, я потратил 20 лет жизни на создание вот этого. А он говорит, я ничего не потратил. Я просидел 20 лет из них 5 в одной компании, 5 в другой и 7 лет в третьей. А 3 года я отдыхал, потому что мне дачу строил. Возьмите меня теперь, я же синьор, я же старый. Мне лет вон сколько. Я уже 5 ноутбуков сменил за это время. И все. И этого мало. Я к таким людям отношусь, придираюсь. И ко мне трудно попасть на работу в мою команду, если вы senior developer. У вас, скорее всего, будут проблемы. А вот junior, прям welcome. Приходите, мы вас возьмем с удовольствием. Рискнем. Мы готовы рискнуть. А с синьором я рисковать не хочу. Я их прям у меня какое-то... Может быть, это что-то такое уже даже на личное переходит, но я с таким предвзято отношусь. Вот такое слово нужно. Я отношусь к senior-девелоперам предвзято. Я хочу, чтобы они были исключительными специалистами, исключительными инженерами. Они просто он старый и много хочет, и питания ему нужно много, потому что у него уже и ипотека, у него уже 2 детей, у него уже всего много, и поэтому ему нужно просто хорошо питаться. И поэтому он senior developer. Это его главное, обременяющее и главный аргумент, который он кладет на стол, это у меня же расходы большие, поэтому вы мне будете платить 500 тысяч. Просто потому что я трачу ровно столько. А молодой приходит, который после института, нет у него таких запросов, нет расходов, он еще готов ко всему и совершенно другое отношение. Так, следующий вопрос задает нам Ричард. Что, по-вашему, должен уметь хороший C++ программист? Я думаю, что хороший C++ программист должен уметь хорошо программировать на C++. Так, следующий вопрос. Как искать друзей во взрослом возрасте? Спрашивает пользователь по имени Сутулый Пес. Сутулый Пес, я думаю, что это трудно искать людей во взрослом возрасте. Господи, не людей, а друзей. И людей тоже. Смотря что вы понимаете под словом друзей, ведь дружба это, наверное,
какое-то доверие и какая-то взаимовыручка, взаимопомощь. Я думаю, что во многом поиск друзей осложняется тем, что современное общество, в котором мы живем, капиталистическое, которое было построено на обломках социалистического, оно не человеколюбивое, оно построено на индивидуализме, эгоизме и недоверии человека человеку. И поэтому в таком обществе вообще дружба поменяла свой смысл по сравнению с тем, что я знал в детстве под дружбой, чему меня учили в детстве и говорили, что вот это называется дружбой. Что такое пожертвовать собой ради друга? И что такое, не знаю, отдать свою жизнь за друга? Я думаю, что это просто сейчас смешно. Это в фильмах показывают, конечно, про войну. Но в современных фильмах, которые вы можете посмотреть, которые снимают сериалы эти тоннами про современную Москву, про современный бизнес, там же не то, что с собой пожертвовать ради друга, там совсем все по-другому. И никто ничем не жертвует. Там все исключительно на договорных отношениях и на контрактах. Это то, с чего мы начали сегодня выпуск, когда мне задали вопрос, как себе подобрать девушку и как ее, какую выгоду можно от нее получить. Вот это общество, в котором мы живем. Мы хотим от девушки или от жены получать выгоду. А вы говорите друзей найти. Тут жену не найдешь с таким форматом, а вы говорите друзей. Надо менять общество, либо просто забыть об этой идее поиска друзей, просто искать знакомых, то есть некий круг общения, но не ожидайте, что это будут ваши друзья. Не ожидайте от них честности, порядочности, доверия к вам и от вас к ним. Просто знакомые, просто люди, которые на какое-то время рядом с вами. Но не погружайтесь в это как в дружбу, потому что вы будете разочарованы. Следующий вопрос. Так, какую книгу посоветуете для того, чтобы понять, как рисовать UML? По поводу UML есть прекрасная книга UML Distilled, которую написал Мартин Фаулер. Лучше я не видел, не читал, откройте ее. Ей, опять же, больше 20 лет. Она прекрасно рассказывает о UML. Вы полюбите UML после ее прочтения. И вам больше ничего, кроме этой книги, не нужно. UML Distilled. Мартин Фаулер. Следующее. Какой стэк, по-вашему, имеет самый низкий порог входа для бэкэнда? Я думаю, что, наверное, какая-то Java, может быть, какой-то... Для бэкэнда... Не знаю, мне Ruby нравится, хоть он почему-то сейчас менее популярен, чем был 10 лет назад. Python, наверное, Ruby. У вас выбор-то небольшой. Вы говорите бэкэнд, а у нас сейчас что на рынке? Много технологий и платформ. У нас все вокруг крутится этого Go, Python, JavaScript. Вот вам три платформы, 3 языка, на которые вы рано или поздно, на один из них вы выйдете. Так, следующий вопрос. Мне сегодня предложили оффер, но маленькую зарплату, но зато задачи очень интересные, связанные с математикой, а работа в аутсорсе. Можете дать совет? Совет идти или не идти? Да, я думаю, нужно идти. Я думаю вообще, что в принципе это не так уж важно, в какой компании вы работаете. Важно, что вы делаете в open source. Я, наверное, как заезженная пластинка звучу, но по-прежнему продолжаю настаивать. Компания – это просто площадка для реализации ваших амбиций. Она должна работать для вас, на вас и для вас, а не вы для нее. Не вы для компании отдаете свое время, свою жизнь, свою молодость на этого хозяина, который за этот счет богатеет, ни черта не делая. Это неправильный формат. Он должен на вас работать. Он вам платит деньги, он вам дает ресурсы, а вы делаете что-то полезное для планеты, для цивилизации, для людей. А он завтра сгинет, этот
хозяин. Эта компания обанкротится, все про нее забудут. Ну, продлите траекторию вашей жизни и жизни вообще людей на 50 лет вперед. Ну, где будет эта компания, которая вас сегодня наняла, какой-то аутсорс? Она через 3 года закончится, эта компания. Зачем вам работать на нее? Не воспринимайте ее как работодателя, воспринимайте ее как просто случайное место, где вы оказались, в котором вам необходимо продолжать свою деятельность, продолжать заниматься тем, что вы считаете полезным для общества. Ну так и занимайтесь. А то, что там какой-то хозяин, он приходит к вам, этот барыга и капиталист, и пытается заставить вас что-то делать, какие-то формочки сделать. Ну, сделайте так, чтобы он от вас просто отцепился и все. Максимально минимально делайте то, что достаточно для того, чтобы он просто перестал к вам цепляться. И занимайтесь тем, что полезно. Тем, что вы считаете действительно нужным для цивилизации, для человечества. Компании, эти предприниматели, эти все стартапы, эти аутсорсы, это все вот эти самые крысы, которые пытаются нажиться на чужом труде. Не нужно их любить, не нужно их уважать, не нужно перед ними благоговеть. Это просто временные насильники, которые временно отбирают у вас результаты вашего труда. Так к ним относитесь. Без всякого пиетета. Это мой начальник сказал, я буду делать. Нет, у вас не должно быть такого отношения. Воспитывайте в себе коммунистическое сознание, классовое сознание. Вы должны понимать, кто перед вами. Перед вами представитель другого класса, перед вами представитель класса эксплуататоров. Человек, который наживается на вашем труде. Презирайте его, используйте его в целях, которые, ваши цели, а ваши цели должны быть благородные. Вы должны делать то, что нужно людям, трудящимся, другим людям, которые живут в соседнем доме. Если вы, например, работаете в стартапе, который делает приложение для доставки пиццы, вы понимаете, что вы приносите пользу людям, которые эту пиццу получают. Это полезный труд, это нужный, вы делаете что-то полезное, но не для того, чтобы этот стартап стал более богатым, чем соседний стартап, а для того, чтобы технологии, логистики, передачи данных, управления доставкой, они развивались. А то, что сегодня эту пиццу доставляет этот барыга, а завтра будет доставлять этот барыга, сегодня этот стартап принадлежит одному, завтра у него купят стартап, это будет принадлежать какому-то фонду, еще какой-то группе этих барыг. Ну какая вам разница? Почему вы должны этих людей уважать? Вы должны уважать тех, кто пиццу покупает, тех, кого вы кормите. Вот это люди, на которых вы работаете. Надеюсь, я донес свою мысль правильно. Я пытаюсь позитивно вам это преподнести, эту формулу. Так, мы можем сегодня немножко дольше, потому что у нас были комментарии в прошлый раз, что 1 часа не хватает. Мы с вами уже 70 минут общаемся. Мы давайте до 90 доведем в этот раз и посмотрим, понравится ли это зрителям. Так, по этому вопросу еще welcome. Следующий вопрос. Я пытаюсь читать те вопросы, которые заканчиваются вопросительным знаком. Если вопросительного знака нет, то я понимаю, что это некий комментарий, и его так можно и не читать. Какими качествами, с моей точки зрения, спрашивает меня аноним, должен обладать идеальный язык программирования? Вы знаете, это хороший вопрос, и он, я думаю, очень контекстно зависим, потому что для каждой сферы свой язык программирования, для каждого времени свой язык программирования. Есть, например, языки программирования, которые были созданы для того, чтобы помочь людям разобраться в том, что такое, например, объектно-ориентированное программирование. Например, язык Self, который был создан как эксперимент, как интересный такой научный проект, но который никуда, конечно, в продакшн не попал, не пошел, и никому он в реальной жизни не нужен, потому что он очень медленный. То есть на нем пишутся красивые объектно-ориентированные программы, но на нем запустить веб-сервис невозможно. Идеальный это язык программирования? Для своих задач – да. Он многим людям помог понять, что такое объектно-ориентированное программирование. И один из создателей этого языка сейчас технический директор Google. Вот
помог этот язык стать этому программисту, добраться до таких высоких технических позиций. Идеальный язык программирования. Ну, конечно, для вас или для меня, допустим, он не идеальный. Так что, если вам интересует, если вы хотите спросить язык идеальный для продакшена, то я думаю, что сейчас время такое, в которое мы должны начать придумывать языки, которые бы объединяли в себе много того, что появилось в сфере программирования за последние 20 лет, но пока не учтено в языках. Ну, например, Continuous Integration и Continuous Delivery. По-прежнему эти процессы стоят вне языка. То есть вы в языке, когда вы пишете свою программу, вы совершенно никак не учитываете, куда эта программа потом попадет. Ни процессы деплоймента, никакие маркеры, никакие инструкции, никак язык ваш не знает о деплойменте. Это первое, мне кажется, слабое место, которое вполне можно закрыть. У меня на блоге есть статья, ей лет уже 7, наверное. Она называется, поищите по ключевому слову, N английское 29. Это название такое, символическое название языка, которое я тогда предложил создать. Я там написал в этой статье все фичи или все элементы, которые мне кажутся полезными для такого футуристического языка, который должны мы создать где-то в будущем, и он должен в себя это все вобрать. Все эти фичи. Например, вторая фича, которая, мне кажется, очень важна для языка, это интеграция с системой контроля версий. Мы пользуемся Git-системой, но наши программы, наши исходные файлы совершенно не знают о том, что они живут в Git. Они по-прежнему являются плоскими, так сказать, текстами, но они не знают, что у них есть некое время жизни. Они не знают, что вчера он выглядел по-другому, эта программа. Он не знает, что он был другим. И не знает, кто его редактировал. Вся эта метаинформация, она в самом коде отсутствует. И нет способов добраться до нее. А было бы здорово, если бы такая интеграция была, если бы они были вместе. И так далее. Вот много таких элементов, которые я бы в язык вставил. Это был бы такой некий идеальный язык, но, наверное, тоже им нельзя будет пользоваться. Это тоже что-то будет экспериментальное, но он поможет развитию индустрии. Попробуйте сделать какой-нибудь такой язык. Посмотрите еще раз на блоге N29. Берите все эти идеи, пользуйтесь и создавайте. Так, тут про инфо-цыган немножко комментариев. Тут вот шутят про счет инфо-цыган. Я, видимо, тоже как инфо-цыган выгляжу, но стараюсь им не быть. Я думаю, что инфо-цыган – это тот, который продает какую-то мечту, продает что-то такое образное, что-то непонятное, и при этом берет за это деньги, но какой-то конкретный продукт, до конкретного продукта это все не доходит. То есть он не продает ни информацию, такую ценную, ни какие-то материалы, а просто продает некое ощущение, продает эмоцию покупателю. Покупатель покупает, ожидает, что это во что-то выльется, ожидает, что как-то материализуется эта вся концепция, а она ни во что не материализуется. Получается, это очень похоже на цыган, которые на вокзале могут вам там погадать или, может быть, продать какую-то иллюзию, какую-то эмоцию, вы заплатите, но потом поймете, что вам ничего не продали на самом деле, у вас просто взяли деньги. Я все-таки стараюсь какую-то вам давать информацию. Следующий вопрос. Я прикладной математик, очень хорошо прохожу техсобесы, структуры, алгоритмы, нравится JavaScript. Но меня собеседуют люди, которые не знают, что такое хост-среда. Посоветуйте, как общаться с такими. Я тоже не знаю, что такое хост-среда в данном контексте. Я знаю в докере, например, что такое хост-машина. Что такое хост-среда, не знаю. Как пообщаться? Вам же задача какая? Вам же нужно попасть туда, куда вы хотите попасть. Вы же хотите, чтобы вас наняли. Подстраивайтесь под этих людей. Дураков всегда большинство, вы знаете. И ожидать, что вокруг вас будут умные люди, это быть просто самому дураком. Не ожидайте такой конфигурации, что вы в нее попадете. Скорее всего, вас будут окружать люди недалекие. И, как мы уже поговорили в начале нашего стрима, люди, которые попадают на властные позиции, на управленческие позиции, это люди
скиллами другими. Они туда попали не потому, что они хорошо знают программирование, математические структуры или алгоритмы. Они туда попали, потому что они умеют подставлять своих коллег. Они умеют делать так, что когда сервер падает, то точно знают, что виноват вот тот человек. Вот они умеют такую ситуацию создать. А вы к ним приходите и начинаете про алгоритмы. Ну, они вас не понимают, они про другое. Так что просто подстраивайтесь под них и давайте им ту информацию, которую они ожидают услышать. Следующий вопрос. Кто еще в РФ продвигает качество кода на публику в РФ-сегменте? Да, я думаю, многие люди говорят о качестве кода. Просто вопрос в том, что мне вот не нравится в активной популяризации концепции качественного кода, это то, что в нем действительно много инфо-цыганства. Когда люди рассказывают о том, что нужно писать качественный код, но когда копаешь поглубже и спрашиваешь конкретно, что ты имеешь в виду, именно конкретно какой качественный код ты хочешь, чтобы мы писали, покажи, в какой строке кода я должен сделать по-другому. И вот тут эти инфо-цыгане уходят от разговора, потому что конкретики у них маловато. Они не знают точно, что они предлагают. Они просто на волне вот этого популизма, на волне этой разогретой тематики, они делают себе карьеру, зарабатывают себе очки. Но конкретизировать понятие качественного кода не могут. И это сложно. Я тоже не могу это сделать. У меня тоже это плохо получается. И поэтому я стараюсь не говорить пустых слов в формате «нам нужно писать качественно». Нужно программировать, как, знаете, как говорят, нормально делай, нормально будешь. Я терпеть не могу это выражение. Это выражение именно инфо-цыган. Это именно людей, которые конкретику сказать не могут, а просто льют в уши своим слушателям формулу «пиши хорошо, программируй качественно». Не нужно программировать небрежно. Ты у него спрашиваешь, а что такое небрежно? Как вы проверяете? А как вы меня проверяете? А почему вы вот соседа не проверили? Вот программист сидит рядом, почему его не проверили? Он тоже так же написал. И тут эти все товарищи в кусты, потому что сказать им-то нечего, он не знает, у него метрик нет, он никогда их не использовал. А если начинает использовать, он боится использовать метрики, потому что его поймают за руку и скажут, да что ж ты метриками меряешь программиста? Да это вообще фашизм какой-то цифровой. Мы же программисты, мы же тонкие души, нас нельзя измерять метриками, нас можно только цветы нам дарить и по головке гладить, а ты нам метрику. А у него нет силы отстоять свою позицию и сказать, нет, я настаиваю, мы вас сейчас всех измерим, всех сосчитаем. И вот ты написал качественный код, а вот ты написал некачественный. У него на это нет ничего за душой, он не может так сказать. Поэтому они превращаются в инфо-цыган, которые за все хорошее против всего плохого. Так что мы это осуждаем, такой подход, и очень настороженно относимся к формулировкам «качественный код». Всегда спрашивайте, что вы конкретно имеете в виду, и можете ли вы сейчас сесть и сказать прямо человеку в лицо, что он написал некачественный код. Вот хватит у вас духу. Если хватит, тогда я с вами готов разговаривать, и я понимаю, что вы имеете позицию, у вас есть определенная устойчивая позиция. Если вы этого делать не сможете, то грош вам цена. Так, следующий вопрос. Программистов сравнивать с футболистами не объективно, пишет нам Евгений. Им пары лет зарплаты хватает на всю жизнь, а айтишник будет за 2-3 тысячи евро в месяц горбатиться, еще и терпеть такое обращение. Такое обращение — это, видимо, то, что я предлагаю. Ну, безусловно, это сравнение может быть... вы берете футболистов, которые в высшей лиге играют. А я говорю о футболистах, которые играют в каком-то там, не знаю, сельском клубе, и они никакие зарплаты не получают, они вообще без зарплаты играют. Они просто играют, потому что они студенты, и они хотят играть лучше, и им нравится играть в футбол. Не о тех футболистах речь. Так, следующий вопрос. Вы не раз говорили про задачи, которые есть у вас в open source, где их можно посмотреть. Напишите мне e-mail, и я вам скину ссылку. Следующий вопрос. Как поступить к вам в команду, пишет нам Максуд, будучи джуном? Какие-то есть критерии. У нас нет никаких критериев. Вы приходите к нам, мы с вами поговорим, вы нам скажете, что вас интересует наш проект. Мы посмотрим на то,
где вы учитесь, если вы джун, то вы либо студент, либо закончили. Мы посмотрим на какие-то очень несложные критерии. Это что вы закончили, сколько вам лет, хоть какой-то опыт. Зададим несколько вопросов по программированию. Вы, конечно, должны быть программистом, а не офтальмологом. Если вы действительно программист, то мы вас, скорее всего, постараемся взять. А там посмотрим. Мы вас точно так же постараемся уволить максимально быстро. Вы должны это понимать. Взять-то мы возьмем, но мы будем очень быстро пытаться разобраться, кто вы. И давать вам максимально сложные задачи. Мы не будем долго раскачиваться. Мы уже в первый же день потребуем от вас результатов. Первый, второй день, третий. Вы уже в конце первой недели должны будете написать определенный объем кода. Причем в обычный, реальный репозиторий, в котором работают все взрослые ребята. Все, кто пишет обычный код, мы вам дадим обычные задачи и посмотрим, как вы будете выплывать. Если у вас будет получаться плохо, то мы будем пытаться вас доучить, пытаться вас домотивировать. Если у нас будет не получаться, мы вас быстренько отправим в какую-то другую компанию, где как-то к вам будут по-другому подходить. Так, следующий вопрос. Что думаете об 1С? Так часто меня про 1С спрашивают, что у меня кажется, что мне нужно скачать какой-нибудь 1С и изучить, как он программируется. Я ничего не думаю про 1С, я никогда не писал под 1С. Следующий вопрос интересный. Что вы думаете насчет внедрения проектной деятельности в университетах? Я за проекты в университетах. Я думаю, что вообще все высшее образование должно быть проектным. Если я правильно понимаю ваш вопрос о том, что такое проекты в университетах, но мне кажется, что студенты должны делать проекты. Они не на лекции должны ходить, не экзамены сдавать. Это, мне кажется, активность из прошлого. Лекции, экзамены. Это все этот студент может посмотреть в интернете. Вот я читаю эти курсы прочитал уже 7 курсов я за последние 3 года. 7 полноценных курсов от 8 до 24 лекций в каждом курсе. И все они записаны на видео, и все они лежат на YouTube. Я не понимаю, зачем мне их читать заново. Вот придет ко мне новая группа студентов, дадут мне один из этих курсов снова. У меня очень малая мотивация на то, чтобы заново им читать ту же самую лекцию, если вот она в интернете, вот она есть, посмотрите эти ролики. Мне хочется с этими студентами, делать проекты. То есть я ему скажу, смотри, вот мои 24 лекции, посмотри их все, как время будет. И вот мы сейчас будем с тобой делать проект, который посвящен этой тематике. Ты будешь заниматься исследованиями, сбором данных, анализом данных, нахождением подтверждением каких-то гипотез, я буду тобой руководить, и мы вместе в итоге напишем научную статью. Вот это, мне кажется, правильный формат. А опять им читать снова эти лекции по кругу, это какая-то потеря времени. И более того, есть же лекции, которые лучше, чем мои. Я же могу ему посоветовать более качественные лекции. Зачем ему слушать только меня? Послушай меня и послушай еще 3 десятка докладчиков. И у тебя сформируется значительно более качественное представление о предмете, чем если ты будешь ко мне ходить на занятия, сидеть в аудитории, скучать, смотреть в окно, тратить свое время. Ну, включи ты эти наушники и в метро послушай эти лекции. Причем с перемоткой на скорости 1,5. Да чем меня-то вот в аудитории слушать? Чем я таким ценен? Ничем. Просто один из докладчиков. А вот проекты делать со мной в этом случае, и они, конечно, получат огромный опыт, они получат куда больше, чем от прослушивания моих лекций. Так что я за проектную деятельность. Если бы я был, не знаю, ректором, деканом, управляющим университета, я бы попытался это внедрить. Другое дело, что против этого бы активно бастовали преподаватели. Против этого активно бы выступали студенты. Потому что, конечно, большинство преподавателей бездельники, и большинство студентов тоже бездельники. Не потому, что я так отношусь к преподавателям, а в любой массе людей большинство это бездельники. Будь то водители такси, будь то плотники, столяры, повары или программисты, или преподаватели. Среди них всегда 80% людей, которые не хотят трудиться, а хотят, чтобы трудился кто-то другой, и они только получали деньги. Конечно, преподавателю комфортнее читать 12-й год подряд один и тот же курс лекций, который он уже знает наизусть, в котором нет никаких подводных камней, который он на вопросы на все уже ответил, он знает все, и он их по кругу читает эти лекции,
и получает свою зарплату, и нет никакого конфликта, нет никакого, так сказать, никакой неизвестности в этом вопросе. И, конечно, если я приду, будучи, например, ректором института, и скажу: ребята, лекции ваши отменяются, больше не нужно ходить на лекции и преподавать, потому что вот лекции из Стэнфорда, вот лекции из Массачусетса, вот лекции из ETH, они уже все прочитаны. По всем вашим тематикам лекции уже есть. Не нужно их читать 128 раз. Уже они есть. Забываем про лекции. Теперь вы должны, каждый преподаватель, должен в конце учебного года опубликовать 15 статей с вашими студентами на конференциях. Вот список конференций, которые мы считаем зачетными. Опубликуют ваши студенты 15 статей, мы вам зарплату заплатим. Не опубликуют, идите в народное хозяйство. Занимайтесь чем-то другим. Сколько так останутся преподавателей в институте? Ну, наверное, 20% останутся, а остальные уйдут. Хотя я бы был бы за, я бы так и сделал. 20% оставил, зарплату бы им дал в 3 раза больше, чем они получают сейчас, а то и в 10 раз больше. Но формат был бы такой. Публикуют ваши студенты успешные студенческие работы, получаешь деньги. Не публикуют, нам твои лекции не нужны. Они уже все прочитаны. И вот тогда бы получился бы совершенно другой процесс высшего образования. Тогда бы, все было бы по-другому. Но и студенты тоже возмущаться начнут, потому что они же идут сейчас в вузы толпами, и тысячами, и сотнями тысяч, десятками тысяч, наверное, даже сотнями тысяч каждый год, не для того, чтобы быть учеными, не для того, чтобы, хотя они должны, это высшее учебное заведение, они должны быть на 80% учеными, а на 20% программистами. Они же не в ПТУ идут, они же не на курсы JavaScript кодеров идут, они идут в высшее учебное заведение. Им там преподают философию, им преподают психологию, им преподают высшую математику, им преподают науки, а не кодинг. Но они ходят. Вот я за последние 2 недели поприсутствовал на 3 комиссиях по приему студенческих работ в одном вузе московском. То есть ко мне приходят студенты, я сижу там как преподаватель, и выступают по 15 студентов, 15 работ, я 3 часа их слушаю. На каждого студента выделяется 15 минут. Они представляют свои работы. Это 3-4 курс бакалавры. 3-4 курс. Они все делают одно и то же. Они делают мобильные приложения для знакомств. Или мобильные приложения для обмена фотографиями котиков. Или мобильные приложения, в общем, какую-то ерунду делают. Какой-то просто кодинг. То есть им преподаватели дают работу по написанию обычных приложений, которые человек должен написать после прочтения книги JavaScript за 4 дня. Или как там называется? JavaScript для чайников. Прочитай JavaScript для чайников, и ты напишешь это приложение. Они не пишут ни тесты, они не пишут ни автоматизацию, они не настраивают continuous integration, они ничего не делают, они просто в минимальном объеме пишут эти программы. И, что еще интересно, они их все на GitHub выкладывают. И обычно у GitHub история, они коммитят весь свой код в последние 2 дня, а то бывает последние 2 часа перед сдачей. То есть это и им ставят отличные оценки. Вот мы на комиссии сидим и ставим им 5, 4, 3 очень редко. Когда уже он совсем полную ерунду, он вообще ничего не сделал, у него не запускается программа, у него из всего кода у него там 2 файла, вот тогда мы ему ставим 3. 2 ставятся, неуды практически не ставятся, я видел всего 1 раз в своей жизни. Вот такое вот состояние высшего образования. То есть, если сейчас выйти к этим студентам и сказать: ребята, вот вы будете, вот статью ты опубликуешь в конце учебного года, причем не одну, у тебя же будет несколько тем, у тебя будет программирование, у тебя будут базы данных, у тебя будут алгоритмы. Вот у тебя в конце года должно быть 3 публикации, 3 статьи студенческие. Вот тебе список конференций. Сколько у нас студентов останется? 10%, наверное, из всех. А остальных нужно выгнать, отправить их в ПТУ, отправить их в народное хозяйство. Они начнут возмущаться массово. Они же хотят высшее образование, они же хотят быть, как будто они умные. И куда им тогда идти? Тогда нужно все общество как-то разворачивать. Всем вместе согласиться, что у нас должно быть меньше высших учебных заведений. У нас должны быть они более высокооплачиваемые. У нас должно быть в вузе не 50 тысяч человек, как, допустим, по-моему, в Вышке столько или в МФТИ, а должно быть 5 тысяч человек, студентов, а то и 3 тысячи. Но это должна быть элита общества. А всех остальных 50 тысяч отправим в ПТУ, построим техучилища, хорошие, качественные, где учат кодеров.
Не нужно их там учить 5 лет, не нужно их учить там 4 года. Их нужно учить год. Пришел человек, за год его научили кодить, вполне себе можно на JavaScript за год научить очень хорошо. Там ему дают практические задачи, он кодит, такие курсы подготовки. Он выходит оттуда и вперед в народное хозяйство программировать. А вузы должны быть для тех, кто хочет действовать совершенно иначе. Их должно быть мало, они должны быть, очень тяжело должно быть поступить и очень легко должно быть вылететь оттуда. Вот я бы за такой формат. Но это так, фантазии мои. Так, ну все, последний вопрос. Я вас отпускаю. Слишком я вас долго сегодня. Так, тут немножко политики. Если хотите, можем об этом. Ну, давайте вот это. Значит, почему за 2 года не смогли скопировать YouTube и Instagram? Не могу понять, разве это так сложно? YouTube и Instagram удаляет все подряд из России. Вопрос хороший. У меня такой же вопрос. У меня, к сожалению, нет на него прямого ответа. Я могу только пофантазировать, почему так происходит. Ну, вы знаете, я люблю теории заговоров. И, возможно, просто не хотят. То есть вы предполагаете, что интернет и вообще мир устроен как такое неорганизованное и никем практически не контролируемое содружество независимых единиц, независимых государств, независимых компаний, независимых коллективов. Вот в этом месте захотели и сделали, а в этом месте захотели что-то другое, сделали что-то другое. А вот эта страна захотела полететь на Луну, и она отправила туда космический корабль. А эта страна захотела развязать войну и развязала. А эта страна захотела создать Инстаграм и создали Инстаграм. Вот вы предполагаете, что это происходит примерно так. Я же сторонник другого взгляда. Мне кажется, что есть некая единая централизованная координация этих процессов, более-менее крупных процессов. Если кто-то выходит если у кого-то появляются амбиции на создание аналога YouTube, то появятся люди, которые этот процесс возьмут под контроль. И либо у вас не будет YouTube, либо вы будете под контролем этих людей делать этот YouTube. И он у вас, например, не получится. Или он у вас будет хороший, он у вас получится, но там не будет трафика. То есть я за то, что я вот за эту теорию заговором, и ею я могу это объяснить. Потому что действительно непонятно, что сложного в том, чтобы сделать Инстаграм. Это, в моем понимании, эта программа пишется за выходные в первой версии. Там 2 людьми, причем студентами, вот теми самыми, которые закончили, пускай бакалавриат, то есть 2 талантливыми программистами-студентами. У меня есть программисты, которые со мной работают, и студенты в смысле, и я знаю, что замотивированный студент 3-4 курса, он за выходные вам напишет столько, что и это будет хорошо. Зачастую это есть такие студенты, которые пишут очень классно, очень быстро, у них скорость высокая, они себя не жалеют, и получается прекрасно. То есть этот Инстаграм можно действительно сделать за короткие буквально сроки, а дальше при наличии трафика, при наличии нагрузки, дальше его масштабировать и, используя современные технологии, которые всем известны, эти технологии масштабирования, сделать копию Инстаграма, это, конечно, не вопрос. Вопрос в том, как сделать так, чтобы им пользовались, как сделать так, чтобы среда, вся эта экосистема, все жители этой планеты попали в этот Инстаграм. Наверное, туда должны попасть сначала какие-то лидеры мнений. Какой-нибудь Джейсон Стэтхэм должен попасть туда. А он попадет туда, в ваш Инстаграм? Наверное, нет. Как вы его привлечете? Он, думаете, сам выбирает, в каком Инстаграме ему фотографии размещать? Он такой вот независимый, самостоятельный герой, который сам лично вот завтра скажет: а я хочу в Рутюб выложить свое видео. Или в Рустаграм. И никто ему слова не скажет, Джейсону. Ни один продюсер, ни один там его агент, ни один его спонсор, никто, вот кто, с кем он рядом,
никто не сможет ничего сделать. Ну, потому что он же Джейсон, он вот имеет свое мнение. Он раз и выложил на Рутюб. Это же не так. Так не будет. Ему куда скажет, туда он и выложит. А вот кто скажет? Как сделать так, чтобы они сказали этому Джейсону выложить к вам в Инстаграм свою фотку? Ну вот, и тут вы упретесь в вопрос. Кто эти люди, как с ними договориться, и на этом все закончится. Так, все, на этой позитивной ноте мы заканчиваем. Я был рад вас видеть. Большое вам спасибо за вопросы. Не забываем подписываться на телеграм-канал, который мы обязательно укажем сейчас под видео. Приходите, подписывайтесь. Там все самые свежие новости, самые интересные публикации. Увидимся в следующий раз. Не забываем ставить лайки, это помогает каналу расти. Ставим лайки, подписываемся и